Помните, в прошлый раз мы смогли прожить один день на 100 рублей, но сейчас мы ужесточили условия и попробуем прокормиться за половину от этой суммы. Итак, в этот раз мы покупали продукты очень маленькими порциями: капуста, мука, макароны, сахар. Не поверите, но мы даже соль развесную нашли. Чтобы не мучаться с салом для смазки сковороды, как в прошлый раз, мы взяли немножко подсолнечного масла и подсчитали стоимость за этот объем. Немножко чая, 4 картошки, 2 яйца, луковица и вот такое яблоко из корзины дешевых фруктов. Ну знаете, стоят в супермаркетах такие корзины с фруктами, которые уже почти испортились, и поэтому стоят очень дешево. Дальше небольшая свекла и кости из мясного магазина. Эти кости остаются после того, как с тушки срезают все мясо, и чтобы не выбрасывать кости, магазин продает их как набор для супа, и стоят они очень дешево. За килограмм хотели всего 26 рублей, и все это мы купили за 49 рублей и 43 копейки. Что ж, начинаем чистить картошку и луковицу, от которой отделяем 1/4 и трем все это на терке. Одну картошку оставляем на потом. Высыпаем все в глубокую посудину и смешиваем между собой. Теперь выбиваем яйцо в стакан, взбалтываем и выливаем половинку картошку. Добавляем немного муки, солим и перемешиваем. Дальше разогреваем сковороду, выливаем туда ложечку масла и выкладываем картошку. Все, наверное, уже догадались, что это за блюдо. Завариваем немножко чайку, добавляем сахара и завтрак готов. Сметанка к драникам, конечно, бы не помешала, но, блин, мы же должны целый день питаться за каких-то 50 рублей. Надо экономить. Лучка можно кусочек поставить, чтоб не было так обидно. Теперь берем нашу муку, солим, добавляем немножко масла и чуточку соды. Сода уж точно есть в каждом доме и стоит копейки, мы ее даже не считали. Постепенно добавляем воды и перемешиваем все это дело, пока не получим тесто, которое нужно хорошенько вымесить и получить вот такой шарик. Его нужно распластать на доске, будто мы готовим пиццу. Теперь выкладываем тесто на горячую сковороду и через некоторое время получаем вот такую лепешку. Она у нас будет вместо хлеба, так как хлеб дорогой и мы не можем его себе позволить. Теперь нарезаем лук и жарим его в масле, пока он хорошенько не подрумянится. Дальше варим нашу свеклу, после чего ставим варить все имеющиеся кости. Тем временем режем оставшуюся картошку кубиками, чистим свеклу и трем ее на терке. Берем капусту и нарезаем ее кольцами. Откладываем 2 центральных кольца, а остатки мелко нарезаем. Когда мясо приварилось, вытягиваем из кастрюли 2 костяшки. Мясо мы, кстати, посолили до этого. Засыпаем картошку и капусту. Ждем минут 10 и добавляем свеклу, а за ней половину жареного лука. Утром мы не доели кусочек лука с драниками, поэтому бросаем его в кастрюлю. Уже появился вкусный запах. Так, с утра у нас осталось немного муки и половина яйца, которые мы смешиваем вместе. Выкладываем на противень 2 кольца капусты, которые мы отложили ранее, и поливаем их яйцом с мукой. Не забудьте посолить. Включаем духовку и закладываем все это внутрь. И вытягиваем, когда капуста немного подрумянится. Обед готов! Мы получаем очень достойный борщ и запеченную капусту. С косточки, кстати, можно добыть приличное количество мяса.
Несмотря на простоту приготовления, капуста также оказалась достаточно вкусной. Если вам захочется сладкого, то сахара хватит на небольшую самодельную конфету. Как ее делать, мы уже вам показывали. Потом съедаем яблоко и запиваем водичкой. Вообще неплохо так живем на 50 рублей. Ужин будет самым вкусным. Бросаем вариться макароны. И тем временем нам нужно снять все мясо с костей. Получилось много мяса. Процеживаем макароны и бросаем мясо к оставшемуся луку на сковороде. Жарим его до появления румянца и смешиваем с макаронами. Не забываем, что у нас осталось одно яйцо, из которого мы делаем яичницу. Ужин готов! Мы получили супер вкусные макароны с мясом, яичницу, овощи и чай. В общем, вывод такой: если постараться и искать самые дешевые цены на продукты, то даже за 50 рублей в сутки можно достаточно вкусно и сытно питаться, получая нужное количество белков, углеводов, витаминов и прочих полезных штук.